Звук, разрывавший ледяную тишину Байкальской степи, не принадлежал ни человеку, ни знакомому зверю. Он был хриплым, отчаянным, полным первобытного ужаса, словно сама замерзающая земля кричала из последних сил. Среди бескрайнего белого полотна, под низким стальным небом, в глубоком снежном надуве что-то живое билось в агонии. Пушистый серо-серебристый комок, покрытый инеем, отчаянно скреб лапами по отвесным стенам своей ледяной тюрьмы. Время от времени он задирал плоскую морду, и из его пасти вырывался этот жуткий рваный крик. Два желтых яростных глаза, полных страдания, смотрели в пустоту. Они уже не просили помощи. Они прощались с жизнью. Николай Петрович Громов заглушил двигатель старенького бурана. В наступившей тишине звук стал еще отчетливее. 45 градусов ниже нуля. Ветер, как бритва, срезал любое тепло. Николай, высокий сутулый мужчина, 54 года, привык к тишине. После смерти жены Елены 3 года назад он сам искал этого одиночества, сбежав из шумного мира в самую дальнюю точку Даурского заповедника. Здесь не было людей, лишних вопросов и сочувствующих взглядов, только степь, колючий ветер и тяжелая работа. Но этот крик нарушал все законы его нового мира. Николай натянул на лицо меховой подшлемник и, тяжело ступая в валенках по рыхлому снегу, пошел на звук. Каждый шаг давался с трудом, морозный воздух обжигал легкие. Через 50 метров он увидел его. В занесенной снегом расщелине барахтался манул, Паласов кот, дух степи. Невероятно скрытный зверь, увидеть которого в дикой природе — огромная удача. Сейчас эта удача умирала. Кот провалился в снежный карман, и рыхлый снег не давал ему опоры. С каждой попыткой он лишь глубже зарывался в ледяную западню. Его роскошная шерсть превратилась в смертельный груз, напитавшись влагой и покрывшись ледяной коркой. В голове Николая прозвучал голос начальника заповедника Виктора Сергеевича. «Никакого вмешательства, Громов, естественный отбор. Это закон. Наша задача — наблюдать, а не спасать». Николай горько усмехнулся. Он вспомнил другой закон — закон беспомощности. 3 года назад, когда его Елене стало плохо, он точно так же стоял и не мог ничего сделать, пока скорая ехала вечность. Он не успел. Та беспомощность выжгла в нем все, оставив только пепел. Он посмотрел на манула. Зверь перестал шипеть, он просто смотрел, тяжело дыша. И в этом взгляде Николай увидел не дикого хищника, а отражение своей собственной агонии, своего одиночества в ледяной пустыне. «К черту закон!» — прохрипел он. «Он не даст умереть еще одному живому существу на его глазах. Не сегодня». Снег осыпался, грозя похоронить их обоих. Николай принял безумное решение. Он снял толстые меховые рукавицы. Голые руки на таком морозе — это верное обморожение через несколько минут. Но в перчатках он не смог бы аккуратно вытащить кота. Стиснув зубы от мгновенно впившегося в пальцы холода, он начал голыми руками разгребать ледяную крупу. Манул в последнем порыве отчаяния вцепился когтями в его руку. Острые иглы вспороли кожу, по снегу брызнула темная кровь. Николай даже не почувствовал боли, только ледяной ожог. «Тише, дурной, я помочь хочу», — зашептал он. Он подхватил обмякшее тело зверя, сунул его за пазуху армейского бушлата, прижав к своему свитеру, и рванул к снегоходу. 3 километра до сторожки показались вечностью. Правая рука Николая, которой он держал руль, стала мертвенно-белой, восковой.
Ворвавшись в избу, он осторожно положил Манула на овчинную подстилку у печи. Затем рухнул на табурет. Пальцы не гнулись, превратившись в чужие обрубки. Он знал, что делать. Только медленное, мучительное согревание. Николай опустил руку в таз с ледяной водой. Боль ударила, как разряд тока, разрывающая, невыносимая. Белый цвет начал сменяться синюшным, потом багровым. Рука опухала на глазах, но это был хороший знак. Кровь возвращалась. В этот момент Манул очнулся. Он не был спасенным котенком. Это был смертельно опасный хищник. Зверь издал низкое утробное шипение и молниеносно метнулся под старый деревянный шкаф. Оттуда на Николая уставились два желтых огня. Рация взорвалась голосом Виктора Сергеевича. Узнав о Мануле в избе, начальник перешел на крик. «Громов — это грубейшее нарушение. Животное может быть больно бешенством. Немедленно выпустите его в степь. Это приказ. Не выполните — уволены». Николай посмотрел на метель за окном. Выпустить зверя сейчас означало убить его. Он перевел взгляд на фотографию жены на полке. «Приказ выполнять не буду», — спокойно ответил он и выключил рацию. Следующие 3 дня стали временем странного перемирия. Николай ухаживал за рукой, которая теперь постоянно ныла, и дважды в день ставил миску с мясом перед шкафом. Он назвал кота Степаном, именем основательным и сердитым. На вторую ночь произошло то, чего он не ожидал. Манул вышел из укрытия и сел на соседнюю табуретку. Николай замер. Расстояние между ними было меньше метра. Один прыжок, и клыки вцепятся в горло. Николай не отвел взгляд. Зверь медленно моргнул. Николай ответил тем же. Пружина напряжения в воздухе лопнула. Степан подошел к миске и начал есть. Николай впервые за 3 года не чувствовал себя одиноким. Он рассказывал коту про Лену, про дочь Марину, про жизнь. Зверь слушал, поводя ушами. Тем временем в Москве Марина Громова обрывала телефоны базы. Виктор Сергеевич, понимая, что история может обернуться скандалом, если герой-лесник погибнет или будет уволен, решил сменить гнев на милость. Старый ученый Соколов, друг Николая, предупредил начальника. «Если ты дашь зверю умереть из-за устава, пресса тебя съест. Сделай из этого подвиг». Когда буран стих, к сторожке пробились машины. Николай вышел на крыльцо, скрывая забинтованную руку. Виктор Сергеевич приехал с ветеринаром и журналисткой. «Николай Петрович, герой наш!» — фальшиво пропел начальник. Но радость была недолгой. Ветеринар, осмотрев Степана, который теперь метался по избе, вынес приговор. У него открытый скольчатый перелом передней лапы. Видимо, когда вытаскивали из завала, дернули слишком сильно. Начался сильный отек. Если не сделать операцию в городе, начнется гангрена. Чувство вины обрушилось на Николая. Он спас его от мороза, чтобы покалечить собственными руками. Виктор Сергеевич пытался возражать против перевозки зверя, но журналистка уже вовсю щелкала затвором камеры. «Мы едем в Читу», — отрезал Николай. Степана уложили в клетку-переноску на тот самый тулуп, на котором он спал в избе. Всю дорогу в Читу Николай сидел в буханке рядом с клеткой, просунув пальцы сквозь решетку. Зверь не рычал. Он прижимался к руке человека, ища защиты. В городской клинике их ждал хирург-ортопед Андрей. Операция сложная. Пластина, наркоз. Для дикого зверя это огромный риск. И это дорого, предупредил он. Я заплачу. Все до копейки, ответил Николай. Он готов был отдать последние сбережения, оставшиеся от продажи квартиры жены. Пока шла операция, в коридоре появилась Марина. Она прилетела из Москвы первым рейсом. Увидев отца, осунувшегося с обмороженной рукой в грязном бушлате, она не смогла сдержать слез. «Папа,
«Зачем ты это делаешь?» — прошептала она. Николай посмотрел на нее долгим взглядом. «Потому что я не хочу больше никого терять, Мариша». Стена, которую они строили между собой 3 года, рухнула в этом стерильном коридоре. Марина осталась. Она приносила еду, договаривалась с врачами и видела, как в глазах отца снова появляется жизнь. Он перестал быть тенью самого себя. Операция прошла успешно. Степан долго выходил из наркоза, и Николай не отходил от него ни на шаг. Он сам кормил его из рук, когда кот отказывался от еды. История о леснике и мануле разлетелась по соцсетям. Люди начали присылать деньги на реабилитацию, и Виктор Сергеевич, почуяв выгоду, объявил Николая лучшим сотрудником года. Про увольнение больше никто не вспоминал. Реабилитация длилась месяц. Соколов выделил вольер в своем загородном доме. Степан учился заново ходить. Николай делал ему массаж лапы, терпя шипение и укусы. И с каждым днем кот становился все более диким и независимым. Это было больно, но Николай знал, так правильно. Зверь должен вернуться домой. В день выпуска они снова приехали на ту самую точку в степи. Николай открыл клетку. Степь уже дышала весной, пробивались первые цветы. Степан вышел не сразу. Он долго смотрел на Николая. Это не был взгляд домашнего питомца. Это был взгляд равного. «Иди, Степа, твой дом там», — тихо сказал лесник. Манул сделал круг вокруг Николая, коснулся его ноги пушистым боком и легкой рысцой ушел в сторону сопок. Он не оглядывался. Через неделю Николай Громов стоял в московском аэропорту. На нем был новый костюм, купленный Мариной. Он прилетел на ее свадьбу. Когда он вел дочь к алтарю, он чувствовал, что Елена смотрит на него и улыбается. Он выполнил обещание. Он не сдался. Вернувшись в заповедник, Николай продолжил работу. Он больше не бежал от мира. Однажды на закате он увидел на вершине холма знакомый силуэт. Манул сидел неподвижно, глядя на человека. Он был здоров и силен. Николай поднял руку в знак приветствия. Зверь скрылся в камнях. В своем дневнике Николай сделал запись. 15 апреля. Видел Степана. Он в порядке. И я, кажется, тоже.